Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Как вы видите, я снова занимаюсь со своим любимым тестом. Вчера замесила тесто, хлеб закончился, и думаю, давай замешу тесто и снова буду что-то экспериментировать. Сегодня я хочу сделать по-другому, немножко другие булочки, хлебушки. Они тоже маленькие хлебушки, они у нас называются панини. И поэтому я сегодня хочу сделать что-то по-другому. Так как эти большие хлеба, которые я выпекаю, наша семья, вообще многие итальянцы не любят мякиш хлеба. Они его просто выбрасывают, и мне очень жаль его выбрасывать, поэтому я решила сделать маленькие хлебушки по 80 грамм, и чтобы не получилось у них выбрасывать хлебушки. Чабаты я уже пекла, а сейчас хочу по-другому поэкспериментировать. Я уже отделила кусочки, отделяю еще. Оставила все-таки два больших, как вы видите, с одной стороны, на хлебушек. Это я еще забыла, что не надо мне печь хлеб, а надо делать именно маленькие такие хлебушки, панини. Я разделю все тесто так на маленькие шарики по 80 грамм. Так их снова подкатаю, соберу и оставлю их немножко снова растаиваться. Кто еще не знает, девочки, рецепт бывает постоянно одно и то же. То есть я беру килограмм муки, туда, откладываю 180-190 грамм закваски. Потом я размешиваю эту закваску после подкармливания, естественно, когда она уже бывает в активном состоянии, то есть не тонет в воде, плавает на воде. Я тогда ее растворяю в этой воде и замешиваю тесто. На 1 килограмм муки я беру 750 грамм воды, 20 грамм соли, и все. Соль добавляю в конце или уже когда начинаю делать первое складывание. Все то же самое. Кому будет интересно, может посмотреть в хлебушках мои видео, где я делаю закваску, где я делаю тесто, там все подробно есть. Просто я не буду постоянно одно и то же говорить, это уже и так все знают. Вода у меня бывает, девочки, холодная. Иногда даже добавляю туда кубики льда. В общем, чтобы получалось 750 грамм. А то с кубиками вода увеличивается, и чтобы не получилось слишком жидко. Слишком густо тоже не надо. Единственное, что мне стало нравиться, добавляю туда все-таки эти 60 миллилитров масла оливкового. Я на чабату добавляла. И стала сейчас в последнее время везде добавлять, потому что я из этого количества теста могу сделать и чабату, и пиццу, и хлебушек, и булочки такие маленькие. В общем, и лавашики спечь, и фокаччу. В общем, все, что вы хотите из этого теста, можно придумать. И так как это тесто у меня после ночи, я его вытащила с холодильника, оно холодное, оно должно сейчас опять согреться и постоять как минимум 4 часа в комнатной температуре, то есть прийти в себя, согреться, и снова формы, которые вы выберете, будь то они такие булочки, хлебушки маленькие или большой хлеб. Большой хлеб, если бы я сделала сразу уже в форме, в этой, бамбуковой, где я потом ее выкладываю, режу, надрез делаю и закладываю выпекаться, то да. А так они должны снова настояться, расстояться, отдохнуть, подняться, в общем, распушиться. А сейчас я начинаю формировать свои хлебушки. Начинаю с первого колобка, так аккуратненько пальцами формируя такой небольшой овал. Потом все как обычно. Складываю в одну сторону, к серединке обе стороны, и потом снова в другую сторону. Таким образом. И снова поворачиваю и опять складываю к серединке обе стороны.
немножко фиксирую, делаю, формирую овал. Эти булочки должны быть овальные такие, закрепляю хорошо оба конца и аккуратно прокатываю потом рукой, делая этот овал. Или же можно их еще складывать вот таким образом. Первый овал основной, который мы делаем, вот так вот аккуратно пальцами сделала. Потом его скручиваю просто, как я делала багеты. Этот способ мне больше понравился, поэтому я стала делать их вот так вот. Единственное, что в багетах я края не защипляла, а здесь, в этих хлебушках, их нужно защиплять. И получается вот такой миленький овал. Первый у меня какой-то не овал получился, ну ладно. Теперь все остальные я именно вот так вот и буду закручивать. Мои формочки по 80 грамм, мои хлебушки готовы. И сейчас они должны настояться часа 2, наверное, я их оставлю. Буду смотреть, как они будут расти. И потом уже буду только выпекать. Выросли мои булочки. И теперь я их должна уже выпекать. Они, видите, как у меня... даже прикоснулись друг к другу, слегка их просыпаю мукой, очень слегка, так, потому что я их сейчас должна надрезать. Вот здесь они приклеились и вот тут, потому что выросли, видите как. Теперь я делаю вот такие прямые разрезы. Надеюсь, прошу. Так, быстренько, раз, два. Тесто очень нежное. Вот такие булочки у нас в магазинах тоже продают. Все, и это я отправляю выпекаться 20 минут. Включен у меня вентилятор вверх-вниз с конвекцией, забыла опять слово, на 20 минут. Внизу поставила пар. То есть водичку горячую, чтобы создал немножко пар. Все, увидимся чуть попозже. Мои хлебушки, мини-хлебушки готовы. Посмотрите, какая красота получилась. Выпеклись очень хорошо. Вот это местечко, где склеилось. Ничего страшного, они еще очень-очень горячие. Где-то я не дорезала глубоко, так как боялась испортить структуру. Ну, я думаю, неплохо. Просто красота, шикарно. Сейчас покажу вам, как снизу испекся. Ну, видно, что очень хорошо. Вот такие хлебушки у меня. Тестом каждый весил по 80 грамм. Потом буду выпекать свой хлебушек тоже. Ну, дошла очередь и до моего хлебушка, который уже часа 4 тоже находится в комнатной температуре. Его уже нужно выпекать. Присыпала его мукой, чтобы попытаться его слегка надрезать. Можно было, конечно, этого уже не делать, но об этом я уже подумала потом, так как он слишком нежный, весь распушился, и зря я вот так его мучила, тянула. Не поддавалось оно, потому что оно уже очень-очень мягкое. Ну, так как оно было внутри, в комнате тепло, духовка работает, пока мои все там булочки эти выпекались. Надо было его вот так просто рукой размять, да, и запечь его как фокаччу. Ну, ладно, как получится, так получится. Я знаю, что он будет абсолютно вкуснейший, мягенький, хорошенький, в чем вы сейчас сами тоже убедитесь.
Выпекала я его 40 минут, 20 минут с паром и 20 минут без пара. Первые 20 минут 230 на максимуме, вторые опустила температуру на 200 градусов и допекла его вот так. Он получился, конечно, вы сами видите, насколько он воздушный и какой он мягенький. Весь пористый внутри, это видно абсолютно идеально, хорошо, шикарно, просто нож меня, как всегда, подвел. Но я все-таки сейчас возьму нормальный нож, посмотрите на эту мякоть, боже мой, он просто как облачко. Все, взяла нормальный ножик, и теперь я вам его разрезаю, чтобы показать. Посмотрите, я даже не могу его держать, он весь вот так складывается, как пушиночка, вот прям собирается в руку даже он весь. Потом выпрямляется обратно. Посмотрите. Ну, а нарезаю я его так, как мы уже сейчас идем ближе к обеду. И так как мы сейчас его уже будем пробовать. Ну, а я, конечно, посмотрите, просто бесподобный хлебушек. Я очень люблю горячий хлеб с маслом. Я, наверное, не одна. Вот вы думаете, зачем я вот это все делаю? Сейчас я уже беру масло и просто быстро его намажу и съем. Я должна утолить жажду. Я должна утолить жажду по этому вкусу. Вы просто не представляете. Это божественно. Я вам говорю. Ну, а тем временем уже расстоялась и вторая партия, из которых я сейчас тоже буду выпекать. Но это был мой второй хлеб, должен был быть. Но я из него тоже сделала вот такие булочки, которые я сейчас порезала немножко по-другому. Надрезы вот так сделала поперек, как я делала на багетах. И буду выпекать. Полюбуйтесь. Мои булочки, хлебушки готовы, они очень горячие, очень красивые, очень хрустящие. Ну просто красота. Ну посмотрите, разве это не красота? Это же просто сказка, домашняя сказка, вкусная, мягкая, пушистая, ароматная. Хлеб, что может быть лучше хлеба на земле? Ничего. Хлеб – это все. Вот такие красивые, вкусные хлебушки я напекла. Кто молодец? Я молодец. Ну вот и все, дорогие мои друзья. На этом я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, вам понравилось мое видео, и хочу вам всем пожелать всего самого наилучшего. Огромное вам всем спасибо, что вы со мной, что вы смотрите. Не забывайте также, новенькие мои дорогие, подписываться, чтобы вы не пропустили наши видео. И до новых встреч. Пока-пока.